Сегодня у нас на обзоре ID.6 Cross Pro версия. Размеры электромобиля и технические характеристики вы видите на экране. Значит, данный электромобиль 2022 года. В данном электромобиле присутствуют камеры 360, панорамная крыша без люка. У машины очень красивая LED подсветка с логотипом Volkswagen. Сзади она тоже присутствует. Вот. Ну, раз подошли, то сразу проверим, есть ли бесключевой доступ к багажнику. Есть. Так, сразу вот багажник посмотрим. Значит, машина у нас семиместная. Вот, складывается сиденье задние. Ну, там поместятся, скорее всего, только дети. Так, ну-ка, теперь пробуем закрыть. Все, закрывается тоже. Багажник. Значит, открываем первое отделение. У нас тут шторка. Есть вот книжка-мануал. Ну, правда, вся книжка на китайском языке. Ну, хотя бы так. И есть еще у нас, как мне сказали, загашник. Сюда можно трос складывать, пивас там, компот, зарядку, кстати, да. Причем интересно, вот эта штука, она убирается, и можно его в разных положениях. Можно вот так поставить, чтобы удобно было. У машины есть встроенный регистратор. Честно говоря, машина пришла вот только вот, не знаю, там, ну, день-два назад стала на регистрацию. И мы ее изучаем прямо вот во время съемки. Так, значит, сейчас переходим к салону. Начнем с карты дверей. Значит, карта дверей. Интересный у нас тут подход по боковым стеклам. Значит, всего две кнопки. Чтобы открыть передние, вот сейчас это можно сделать. А чтобы открыть задние, надо нажать вот эту кнопку. Загорается. И можно открыть здесь. Ну, как-то интересно сделали. Немножко геморно, по-моему. Так, теперь переходим к сиденьям. Значит, на сиденьях у нас есть память и массаж. Вот это массаж у нас. Две памяти. Регулировка. И сиденья как бы с помощником. Когда выходишь, они отодвигаются. Когда в машину садишься, они пододвигаются так, как водитель настроил под себя. По управлению светом и обогревом. Значит, у нас все кнопки сенсорные. Чтобы управлять светом, получается, нажимать надо вот эту кнопку. Здесь у нас противотуманки передние, задние, обдув переднего стекла, обогрев заднего стекла. Ну, в общем, вот так. У нас здесь мультируль. Слева у нас круиз-контроль. Справа управление, получается, громкостью, переключение музыки, голосовой помощник, похоже. И вот это переключение экрана, как удобно. Там не особо что-то меняется, но вот, тем не менее, такая функция есть. Так, по переключению передач. Значит, за рулем находится рычаг переключения. Если на себя будет R, соответственно, сразу включается камера 360. Ну, качество камеры так нормальное. Если вперед, то переключается на букву D.
Так, кнопка паркинга находится вот, получается, сбоку. Так, на паркинг поставили. Заводится машина просто нажатием педали тормоза. Экран у нас на английском языке. Ну, интересно, что-то он как-то не цветной. Но тем не менее здесь есть CarPlay. Вот, получается, у нас CarPlay. И Baidu Car Life есть. Ну и там навигация. Ну-ка, интересно, навигация работает, нет? Но интернет не подключен, поэтому не работает. Вот. Но управление здесь тоже идет все сенсорное. Даже аварийка. Так, подлокотник тоже у нас из эко-кожи. Небольшой. Так, есть подстаканники. В одной из ячеек подстаканника зарядка для ключа. Можно закрыть, чтобы не пылились. Пыль не попадала в кофе. Также есть беспроводная зарядка. И USB порты. Так, по бардачку. Ну, бардачок получается не совсем, конечно, но как бы бумага А4 входит, влазит. На электромобиле есть датчики мертвых зон. Вот на левом боковом и на правом боковом зеркале. Так, переходим ко второму ряду. Ну, чем ID.6, как мне сказали, лучше, тем что расстояние между вторым и первым рядом побольше здесь и удобнее сидеть. Так, из удобств второго ряда у нас есть... Что у нас есть? Есть обогрев сидений, управление климатом и 2 USB порта. Так, а как у нас люди попадают на третий ряд? Ну-ка, расскажи мне, как попасть на третий ряд. Тут есть рычаг, его поднимаешь, складывается сиденье, спинка сиденья отодвигается, и вот у нас получается такой минимализм. Я не знаю, вот ну-ка сейчас обратно сложим. Так, вот сиденье сложили обратно. Ну, тут у нас вообще действительно только для детей. Либо для очень пьяных людей, которым удобство не особо важно. Ну, в общем, вот так по салону у нас. Вот у нас подсветка такая у машины. Она регулируется. Сейчас вот мы попробуем найти, как она это делает. Так, сейчас мы будем менять подсветку, получается. У нас сейчас вот оранжевый. Сейчас будет голубой, похоже. Да. Синий. Красный. Желтый. Ну, как бы интересно. Кстати, ручки тоже подсвечиваются. И очень удобно ночью. Не будешь искать, где же открыть дверь и как же. Вот интересно тут сделано, что подсветка выходит на пол, видимо, чтобы ты не потерял свою машину. Откуда надо заходить, показывает. Так, зарядные порты находятся справа на крыле. GBT, AC, GBT, DC. Так, а сейчас мы проверим, ID.6 может работать как Powerbank или нет. Так, приступим. Так. Включаем.
А, машина не включена. Включай машину. Так, машину включили. Ну, в общем, как Powerbank, ID6 не работает. По крайней мере, ID6 Pro. Так, теперь давайте заглянем под капот. Так, ну под капотом у нас все довольно прилично. Но, к сожалению, нет защиты. На кочерге. Удивительно, как бы машина такая дорогая и на кочерге. И аккумулятор. Где-то у нас тут он спрятанный. Вот это ты думаешь, да? Ну, короче, я как слышал, что чтобы снять его, прям геморрой надо тут помучиться. Это тоже небольшой минус, конечно. А так все довольно прилично. Прям все спрятано. Контроллер, инвертор в чехлы.